Всем привет! Добро пожаловать на официальную презентацию геймплея Hogwarts Legacy. Я Чендлер Вуд, пиар-менеджер Avalanche Software, и сегодня мы покажем вам много интересного. Но прежде чем мы начнем показывать игру, я должен рассказать вам о моих замечательных гостях. Главный фанат сообщества Hogwarts Legacy, YouTube-блогер, который освещает всю свежую интересную информацию о наших разработках, строит всякие теории о том, что будет в игре. Да, я такой, это про меня. Представитель канала Expect-A-Go Джеймс Уайтхед. Спасибо, Чендлер. Да, подписывайтесь на Expect-A-Go, а также на Kinoplays, которые перевели этот ролик. Они очень классные. И я всего лишь половина канала Expect-A-Go, потому что вторая и лучшая его половина — это моя жена Сью. Я очень рад быть здесь. Спасибо Avalanche Software за приглашение. И я не могу дождаться, чтобы поиграть в эту игру. Добро пожаловать. Спасибо, что пришел. Также сегодня с нами два представителя из большой команды разработчиков игры Hogwarts Legacy. Гейм-директор Алан Тью, всем привет, и старший художник по окружающей среде и эксперт по Хогвартсу Бостон Мэтсон. Спасибо, что пришли, что нашли время в своем плотном графике, чтобы помочь нам сегодня показать игровой процесс. И первым делом мы покажем вам редактор персонажей, при помощи которого вы сможете создать самого себя и тем самым воплотить свою заветную мечту попасть в Хогвартс, даже если сова так и не принесла вам письмо. В общем, сначала мы покажем вам создание персонажа, потом отправимся на экскурсию по Хогвартсу, на такую небольшую обзорную экскурсию, потому что Хогвартс огромен. И сегодня мы покажем вам лишь небольшую часть от того, что мы приготовили, но в то же время вы узнаете много нового. И, наконец, мы продемонстрируем вам боевую систему в дуэлях. Ну, а точнее, ее некоторые элементы. Ну, давай уже начинать. Вижу, вам уже не терпится начать. Я смотрю, вы вообще excited. Что ж, начнем с создания персонажа. И, Джеймс, мы бы хотели, чтобы как раз ты создал себя в игре. Что ж, за кадром Эндрю, который будет снимать сегодняшний геймплей. Куда ты ушел? Отдай джойстик человеку. О, божечки, надеюсь, я его не сломаю. Так, хорошо. Что сейчас происходит на экране? Здесь мы видим начальные шаблоны персонажей, среди которых вы можете выбрать наиболее подходящий, на основе которого уже создать точный желаемый образ. То есть для вас это будет некой точкой отчета, чтобы дальше было проще. О, чувак! То есть вы выбираете кого-то максимально похожего на себя и лишь немного меняете настройки. Мы хотим быть уверены, что все игроки, все, кто так давно мечтал попасть в Хогвартс, будут иметь все возможные средства для самовыражения. И, по сути, смогут отправить в Хогвартс свою точную копию, ну или кого угодно другого. О мой бог, сколько вариантов! Не возражайте, если я собственную персону телепортирую в игру? Да, конечно. Так, хорошо, договорились. Сейчас замутим. О, вот это я, вот это я. Прям вылитый я, только в редакторе. Вообще один в один. Но давай посмотрим, что еще можно добавить. Хорошо, давай. Поиграйся немного с опциями. Так, что у нас скрывается под этим значком? Я так понимаю, здесь можно сделать пластику лица. Да, здесь у нас много различных лиц, которые вы видели на предыдущем экране. Можно выбрать любой из них. Также здесь можно заняться деталями, такими как форма лица и цвет кожи. Мы хотим, чтобы у нас можно было создать абсолютно любую внешность, любой расы и национальности. А также в редакторе можно надеть очки на своего персонажа и менять их по ходу игры. Вау, чувак, боже, посмотрите, как меняется строение лица. Вы предусмотрели все возможные варианты. Остановимся на этом. В жизни мое лицо, конечно, не такое худое, но хоть где-то оно будет таким. О, а что здесь внизу? Тут как раз можно выбрать очки. Слушайте, а что, если сделать себя Гарри Поттером? Так тут, как я понял, даже еще не все варианты, которые я могу выбрать. Да, по ходу игры будет открываться еще много дополнительных предметов. Класс! Это будут предметы для снаряжения вашего персонажа, много разных очков и даже маски. Все это будет открываться в процессе игры. И все это в викторианском стиле. Да. Это очень аутентично. Звучит круто. Боже мой. Я думаю, наконец настало время отправиться к парикмахеру. Ой. Я всегда трачу много времени на выбор прически. Люблю поиграть со стилем персонажей. О, какие дреды!
То, что меня всегда поражало в проработке персонажей Hogwarts Legacy, так это их текстура волос. Вы только посмотрите, как они колышутся, когда я поворачиваю голову. О, а теперь я Гермиона. Можешь играть так, мы не против. О, а я могу менять цвет волос, как Тонкс, в зеленый или фиолетовый. Еще как можешь. Йоу. Мне нравится этот процесс. Посмотрите, какая я симпатяшка. Так, немного закулисных историй. Раньше у меня была точно такая же прическа много лет назад. Прям фиолетовая? Ну, почти. Я был близок к этому. А так вообще я всегда хотел серебряные. Божечки-кошечки, как круто! Тут действительно можно сделать своего клона, подобрав нужную текстуру волос и точно такую же прическу. Что ж, теперь переходим дальше, чтобы поиграться с... Тут можно подобрать детали лица. Отлично. Здесь можно добавить веснушки, родинки, сделать более темный цвет глаз или румянец на щеках. О, мэн, вы буквально все продумали. Даже это. Давай здесь остановимся поподробнее. Тут у нас внизу разные шрамы. Как ты знаешь, у Гарри Поттера был особенный шрам. А ты здесь можешь выбрать свой особенный шрам. Класс! О, ух ты! Вы только посмотрите на это. Никогда не видел таких проработанных шрамов. Мне нравятся шрамы на бровях. Да. Это самое распространенное место для шрама. Да, они выглядят здесь так брутально. Так, двигаемся дальше. О, чувак! Тут можно менять цвет глаз. Верну обратно, пожалуй. Опять же, тут можно подобрать под себя каждую детальку, даже форму бровей, чтобы персонаж был похож на вас точь-в-точь. Ну, не знаю, насколько натуралистично я хочу копировать сейчас свое лицо здесь. В жизни оно чуточку побольше, а брови нависают прямо над моими глазами. Но как же классно, что есть такое поле для творчества еще даже до начала самой игры. Чувствую, что я могу зависать в редакторе вечно. Ой, а сколько мы зависали. Наконец мы выходим на финишную прямую. Персонаж уже готов, и остались лишь последние штрихи. И как вы видите, факультет мы здесь не выбираем. О, разрушена еще одна фанатская теория. На этом этапе вы выбираете своему персонажу голос. Их здесь два – мужской и женский. А дальше при помощи этого ползунка вы можете отрегулировать высоту тона. Можно даже прослушать, каким он будет. В общем, вы можете выбрать для своего персонажа какой угодно голос. А здесь можно выбрать режим сложности игры. Сегодня мы остановимся на обычном режиме. Эндрю не даст соврать, сложный режим делает дуэли гораздо интереснее. Да, дуэли можно значительно разнообразить самым сложным режимом, но я считаю очень важным уделить основное внимание сюжетному режиму. Потому что если вы не заядлый геймер, сюжетный режим поможет вам втянуться в игру и просто наслаждаться ей. Я назову его Экспекта, а фамилия у него будет Гоу, в честь моего канала. И наконец ты выберешь быть волшебником или ведьмой. Ах ты шалунишка. Ну как тебе редактор персонажей? Класс. Мне не терпится начать исследовать Хогвартс и поучаствовать в дуэлях. Сейчас мы воспользуемся магией вне Хогвартса, чтобы загрузить игру не с самого начала. Чтобы мы могли показать вам больше деталей и поскорее добраться до дуэлей. Ну вот, Эндрю перенес нас прямо в Хогвартс. Добро пожаловать, Джеймс. Судя по тому, как выглядит твоя мантия, хозяин аккаунта фанат Пуффендуя. Да, мне идет эта мантия. И раз уж я в нее одет, думаю, что сейчас мы находимся в гостиной Пуффендуя. Здесь миленько. Алан, расскажи, пожалуйста, об элементах пользовательского интерфейса. Я их раньше не видел. Да, сегодня мы решили впервые продемонстрировать интерфейс на экране. Потому что мы получили довольно много вопросов об этом. Рассмотрим значки на экране справа налево. В правом нижнем углу находится ромб заклинаний. Внутри ромба мы видим заклинания быстрого доступа. Существует более 20 таких заклинаний, которые вы можете изучать по ходу игры. Понятненько. Именно в этом ромбе игрок размещает изученные заклинания и может их быстро использовать. Чуть левее и выше ромба заклинаний мы видим три значка. Один в виде глаза, а крайне справа в виде сетки. За значком в виде глаза располагаются те заклинания, которых нет смысла пихать в ромб.
Это в основном бытовые заклинания, которые используются довольно редко, и для них мы придумали отдельную кнопку. Нажав на крестовине влево, вы используете заклинание Ревелио. А нажав вправо, вы откроете сетку, где сможете настроить ромб заклинаний. Заходить мы туда, конечно же, сейчас не будем. Иначе вы нахватаете спойлеров о том, какие в игре будут заклинания. Ну, я бы не прочь нахвататься спойлеров. Мы бы не хотели раскрывать сегодня все карты. С левой стороны мы видим значок зелья, рядом с которым есть кнопка L1. Опять же, не хотелось бы сильно спойлерить, но тут вы получаете доступ к инвентарю, где будут ваши растения, зелья и инструменты, которые вы будете собирать, выращивать и создавать по ходу игры. То есть тут мы можем получить к ним быстрый доступ. Ясненько. Рядом с ромбом заклинаний расположена зеленая полоска. Это ваше здоровье. Значок зелья рядом — это зелье исцелений. А полоску выше мы пока держим в секрете, уж простите. И совсем слева наша мини-карта с видом сверху на то, где вы находитесь. Она подгружается по мере того, как ваш персонаж перемещается по Хогвартсу, ну и по миру в целом. Но если вам больше нравится самим ориентироваться в пространстве, то эту карту можно очень просто отключить насовсем. Зашибись. К остальным элементам интерфейса это тоже относится. Это для тех, кто хочет полное погружение. Да. С заклинаниями мы еще столкнемся во время дуэлей, но использовать будем только те, что уже видели в ромбе. Так, что у нас тут? Кажется, Эндрю привел нас рассмотреть прикроватную тумбочку. Отлично, Эндрю, спасибо, я как раз их обожаю. Мы ж на тумбочке сюда пришли смотреть. Ха, чувак, тумбочки просто улет. Здесь мы использовали древесину медового цвета, как и описывала Роулинг. Это канонично, и это здорово. А теперь мы идем смотреть тумбочки в гостиной. Мы специально сделали здесь низкие закругленные потолки, чтобы создавалось ощущение, что мы в барсучьей норе. Какая здесь атмосферная музыка. Я сразу обратил внимание. Красивая. Хочу обратить ваше внимание, что музыка, которую мы слышим, специально создана для гостиной Пуффендуя. В предыдущих видео про гостиные, которые мы выпускали до этого, вы могли заметить, что музыка в каждой из них отличается. Мы просто хотим, чтобы в каждой гостиной была своя атмосфера, чтобы вас встречала в гостиной музыка вашего факультета. Боже мой, только посмотрите, как тут круто. Я так понимаю, мы остаемся в гостиной Пуффендуя на весь оставшийся стрим. Эти детали можно разглядывать часами. Тем более, что с нами такие гики, как Бостон и Джеймс. Как начну сейчас про свой лор. Ну, тут действительно все детали, выполненные по канону из книг Роулинг. Круглые двери, свисающие лозы, даже танцующие барсуки на камине. Тут такая земная энергетика. Я чувствую силу Земли. Получается, что у каждого факультета своя стихия. Да, Пуффендуй — это земля, как Когтевран — воздух, Гриффиндор — огонь, а Слизерин — вода. Вау! Мы исходили из этого, обустраивая интерьеры. Вау! Земля ассоциируется с берлогами и норами. Надеюсь, у нас получилось это передать. Да, я как в норе. Понимаю, что тебе нравится здесь, но мы должны двигаться вперед. Да что уж там, пойдем. Вау, звуковые эффекты завезли. В прошлых трейлерах была только музыка. Ух ты, я прямо слышу, как звучит Хогвартс. Здорово. Оно живое. А сейчас Эндрю использует заклинание Ревелио. Мы используем Ревелио, чтобы найти спрятанную здесь пасхалку. Да, вы можете заметить ее, потому что она периодически подсвечивается. Итак, это то, что мы называем познавательными страничками. В каждой из них содержится информация о Хогвартсе. Так, как вы видите, за это мы получили немного опыта, а также открыли испытания по сбору всех страниц Хогвартса. Ага. Кстати, есть один очень важный момент, и я бы хотел остановиться на нем поподробнее. Чё это? Что это там такое интересное? Это был вход на кухню, который нам чуть не заспойлерил Эндрю. Так вот, в нашей игре мы начинаем обучение с 5-го курса. Вопрос: как наверстать знания предыдущих 4 лет? Так. Так вот, у нас есть ответ на этот вопрос. Обучение будет происходить через взаимодействие с предметами. В начале игры вашему персонажу дается магическое руководство волшебника. И это руководство как раз и помогает вам догнать других учеников в процессе обучения. Эндрю, нажми, пожалуйста, на паузу, чтобы мы могли увидеть, как выглядит эта книга и где ее найти. Вау! Это и есть магическое руководство волшебника с изображением эмблемы вашего факультета. Здесь можно увидеть уровень вашего персонажа, а также здесь отражаются остальные его успехи. Эта книга была предоставлена Министерством магии. Профессоры вручили ее тебе, когда ты поступил на 5-й курс.
Потому что они хотят помочь тебе догнать других детей. Волшебное свойство этой книги заключается в том, что она интерактивна и взаимодействует с тобой через предметы из внешнего мира. Это работает так. В процессе исследования мира в интерфейсе книги будут открываться испытания, которые как бы заперты там. Эндрю сейчас войдет туда, и мы увидим много всего. Дуэли, квесты, исследования мира, а также уже знакомые нам познавательные странички из справочника Хогвартса. О, ты уже собрал целый 1% этих страниц. Все эти категории — это инструменты книги, при помощи которых она может тебя обучить. Именно она стоит за всеми этими испытаниями и предметами, которые ты находишь в школе. С помощью всего этого ты сможешь вырасти как волшебник и попрактиковаться в использовании заклинаний. То, что мы видели, когда нашли страничку, это не просто способ заработать опыт. Это то, от чего можно получать удовольствие, узнавая о Хогвартсе много нового в процессе своего путешествия. Когда ты замечаешь эти маленькие секретики, тебе становится интересно собрать их все. А в одном только Хогвартсе спрятано более 100 этих страничек. Так, кажись, до всего этого мы видели впереди лестницу. Винтовую лестницу в тон башни. И портреты над ней. О, вы видели, что сейчас прямо над нами возник значок пламени из камина? Это так здорово, чувак! Здесь находится точка быстрого перемещения. А сейчас перед нами песочные часы 4 факультетов Хогвартса. Как весело было их создавать. Они здесь находятся по канону, прямо как в книгах. Рядом с большим залом. Я вот к чему веду. Эти часы не являются игровой механикой. Просто стоят тут такие красивые. Да, эти часы не участвуют в игре, но они плотно связаны с повествованием. К сожалению, в игре есть предметы, не задействованные в игровой механике. Но все равно нам хотелось обозначить их присутствие в знак уважения к книгам. Так, камера уходит немного направо. Видимо, Эндрю дразнит нас тем, что за дверями справа большой зал. Типа такой, а заходить сюда мы, конечно, не будем. Круто. А вот еще одна страничка в коллекцию Эндрю. Это мы демонстрируем, что вы можете найти необходимые вам вещи абсолютно где угодно. О, эта статуя была в трейлере. Я сразу понял, что с ней можно взаимодействовать. Но взаимодействовать мы с ней, конечно же, что? Правильно, не будем. В игре сейчас, видимо, лето. Я поняла это по окнам. Они меняются здесь в зависимости от сезона. Да, я иногда сам удивляюсь деталям, которые здесь есть. Эта система называется «Умный замок». Круто. Так, выходим во двор. О, только посмотрите на это. В этом месте собираются студенты, чтобы просто расслабиться и поиграть друг с другом. Обычно до или после еды. Мне нравится, как соединены локации внутри и снаружи замка. Из каждой локации можно отправиться в разные стороны, благодаря чему вы действительно получаете представление о том, насколько велик этот замок. И абсолютно все, что вы видите вокруг, в том числе и с этого моста там вдалеке, мы можем посетить. Мы старались, чтобы, играя, вы могли ощутить, что все это реально, не только при общении со студентами, но и рассматривая окружающий мир. Это же Шотландия, и замок стоял здесь сотни лет. Он порос мхом и зарослями деревьев. Божечки мой! Настоящий шотландский пейзаж. Кстати, тебе это место знакомо? Я думаю, я узнал его. Это же локация из весеннего ASMR-видео, так? Да, точно. Вот сейчас Эндрю показывает тот ракурс, который был в трейлере. И я помню эту мозаику. Так, Эндрю, только не надо взаимодействовать с мозаикой, просто двигайся дальше. Мы не можем им заспойлерить все на свете. Да, в Хогвартсе много секретов. Господи Иисусе. А этот большой вход ведет прямо в центральный холл. Да, мы подошли к центральному холлу, и тут есть интуитивное разделение пространства. Например, чуть ниже мы увидим, что справа вход в теплицы. Большой холл — это как центральная станция на вокзале, от которой можно добраться куда угодно. Он не даст вам заблудиться, несмотря на то, что Хогвартс огромный. Мне это нравится. Мы понимаем, что справа теплицы, потому что правая сторона окрашена в зеленый цвет. Впереди у нас двор нет, впереди у нас библиотека. Мы находимся в центре замка. О, да, даже интуитивно понимаешь, что зеленый — это растение, значит, там теплицы. Да, подсознание само считывает такие знаки, и это помогает тебе ориентироваться в замке. Но никто не утверждает, что это легко. Даже мы до сих пор можем заблудиться в этом замке. На то он и замок. На то он и замок. Шикарно.
Эндрю явно злоупотребляет своими полномочиями и поворачивает камеру на все самые секретные места. Да. У него еще такая ухмылка на лице, мол, я знаю, что делаю. Народ, если что, там была статуя дракона из прошлого трейлера. В этом месте нас ожидает один из студентов. Теперь мы можем немного расслабиться и воспользоваться своей возможностью вступить в диалог. Ну да, в этом диалоге мы получим квест. У тебя все хорошо? Да, все в порядке. Просто я... Кстати, я Нелли. Я просто до сих пор не могу поверить, что деделианские ключи вернулись. Какие ключи? Деделианские ключи. Наверняка ты видел, как они летают по замку. Ходят слухи, что бывшая директриса, профессор Моул, заколдовала их, чтобы защитить содержимое некоторых запертых шкафов много лет назад. Профессор Блэк так и не удосужился расколдовать эти ключи, и они так и появляются в замке раз в несколько лет. Попробуй заполучить хотя бы один. И зачем мне это? Каждый ключ приведет тебя к запертому шкафу где-то в замке. Если тебе удастся вставить ключ в замок шкафа, а это непростая задача, то сможешь получить награду. Варианты ответов. Не будем терять ни минуты, на кой директриса вообще их создала, а почему ты сама не пойдешь собирать эти ключи. Не будем терять ни минуты. Надеюсь, у тебя получится. Кстати, я слышала, что один из ключей летает в астрономической башне. Тебе стоит начать оттуда. Так вот, такие побочные квесты – это отличный способ пообщаться с однокурсниками, возможно, с другими учителями, повзаимодействовать со всякими там интерактивными элементами. Все это позволяет изучать секреты Хогвартса, если можно так сказать. Все верно говоришь. Таким образом, ученики наполняют замок всякими активностями, делают его живым. И все эти взаимодействия, разные взаимодействия с разными персонажами, также могут предлагать игроку разные точки выбора. И некоторые из этих решений могут повлиять на всю игру. Некоторые из них влияют на жизнь персонажей и даже на концовку игры. А иногда эти решения влияют лишь на то, хороший ли ты парень или же бездушный засранец. Все верно. Главное, что в игре есть возможность поступать как угодно. Вы только взгляните на это. Здесь у нас зона защиты от темных искусств. Башня. Да, отдельная башня. Это одно из моих любимых мест в замке. Попадая сюда, вы просто остолбеневаете и восхищаетесь тем, как здесь все по-богатому. Это просто уникальное место. Такого больше нет нигде в замке. А вот еще кое-кто, с кем мы можем поговорить. Кажется, она совсем маленькая. Да, она первокурсница. Ей 11. У тебя все хорошо? Знаешь, кто я? Зенобия Ноук. Девочка, которую все в школе ненавидят без всякой причины. Варианты ответа: ой, как грустно, а за что тебя все ненавидят? Тебя все ненавидят? Почему? Потому что в Хогвартсе полно хулиганов и забияк. Особенно Леандер Пруэт. Он вообще отбитый на всю голову. Я хотела завести новых друзей, и поэтому принесла свою коллекцию в гостиную. Речь о моей коллекции плюй-камней. Я надеялась, что кто-нибудь захочет со мной поиграть. Ты же знаешь, что такое плюй-камни? Это такие шарики, которыми нужно выбивать шарики соперника. А если проиграешь, они выплескивают тебе в лицо вонючую жидкость. Варианты ответа: звучит как офигенно крутая игра, звучит как какая-то фигня. Меня не интересуют игры, где тебе лицо брызгают зловонной жидкостью. Но это только в том случае, если ты проиграешь. А я никогда не проигрываю. Ну или не так часто. Я не понимаю, почему люди злятся, когда их оплевывают камни. Не надо было проигрывать. Эмельда – одна из круглых неудачниц. Эверетт и Астория тоже ужасные игроки. И теперь эти обиженные неудачники забрали мои плюй-камни и спрятали их в очень высоких местах по всей школе. Варианты ответов. Похоже, они чутка переборщили. Вариант второй и правильно сделали. Ну так ты сама вовлекла их в игру, где их оплевали. Все правильно они сделали. Не я придумывала эти правила. Ну не суть. Теперь я не могу придумать, как вернуть камни самостоятельно. Я слишком маленькая и не знаю подходящих заклинаний. Вот бы какой-то самоотверженный и талантливый пятикурсник помог мне. Варианты ответов. Ничего я обещать не буду, а есть идеи, как их можно достать, а у тебя нет каких-нибудь других друзей. Посмотрим, что можно сделать. Буду признательна за помощь. Если ты найдешь все мои плюй-камни, приходи ко мне снова. Я тут всегда стою. Не сплю, не ем, на уроки не хожу. Только тебя жду.
Мне так нравится это взаимодействие с ней, потому что с ней можно поступить как угодно. Можно посопереживать ей, можно вести себя с ней как придурок, а можно поступить с ней как плюй камень и, образно говоря, плюнуть ей в лицо. Причем дальше можно стать еще злее. Вот значит как. Но это уже хороший пример. И, кстати, я уже вижу, как зрители задаются вопросом. Плюй камни? В них можно будет поиграть? Пожалуйста, скажите это. Тут такое дело. К сожалению, плюй камни не играбельный элемент. Я понимаю, что нам пришлось сорвать пластырь в некоторых больных местах. Дело в том, что плюй камни — это очень яркий элемент франшизы, и я знаю, что множество игроков спят и видят, чтобы их добавили в геймплей. Но, к сожалению, было несколько вещей, от которых нам пришлось отказаться в ходе разработки игры. Плюй камни, волшебные шахматы, да? Да, в это нельзя будет поиграть. Но вообще они есть в игре. Но это просто часть декора из студенческой жизни. И каждый раз, когда было что-то, о чем мы сожалели, потому что не могли включить это в игру, мы каждый раз пытались хотя бы косвенно добавить эту штуку в повествование, чтобы все равно с ней можно было взаимодействовать, чтобы это была не просто безделушка, чтобы можно было почувствовать ее настоящей. Джеймс, тебя дракон так поразил? Обожаю видеть такие реакции. Мне так нравится исполнение кабинета защиты от темных искусств. Я узнаю эту лестницу, которая только что была слева, пока Эндрю не отвернулся от нее. Я также распознал дракона в самом верху. Боже мой! Кстати, раз мы здесь, давайте поговорим о том, как устроена система занятий. Потому что мы получили множество вопросов о том, будет ли у нас расписание занятий, да и в целом, как все устроено. В итоге мы решили отказаться от полной симуляции учебного процесса. Нас еще спрашивали, могу ли я пропускать занятия и заниматься чем-то другим, будет ли четкий график, но хотя бы смена дня и ночи будет? Да, в игре есть смена дня и ночи, но она очень повествовательна. Как именно это работает, пока сказать не могу. Несмотря на всю свободу действий, игра будет разбита на определенные главы. И с одной стороны, это линейный сюжет, а с другой стороны, в каждой главе есть набор миссий, которые вы можете выбирать по мере прохождения. И занятия вписываются в эту структуру. То есть есть основной сюжет, по которому должен двигаться игрок, а есть второстепенные занятия, в том числе и с преподавателями, которые не являются обязательными, но с их помощью можно улучшить свои навыки. А так вообще занятия — это очень важный элемент игры. Вы изучаете новые заклинания, развиваете свои способности, знакомитесь с преподавателями. У каждого из них есть свои индивидуальные особенности, в зависимости от миссий. А кроме того, и дополнительные возможности. По сути, при помощи побочных миссий в классе вы можете выучить дополнительные заклинания или создавать штуки, которые вам понадобятся в ваших приключениях. А также лучше узнавать своих профессоров. Кстати, хочу отметить разнообразные способы взаимодействия с окружающим миром. Вот там внизу Эндрю нам продемонстрировал, что можно подойти к столику и попить чаек. Да, я видел это. Викторианская школа, знаете ли. Да, просто высшее общество. Неудивительно, что тебе нравится это место, потому что мы построили его для чистокровных слизеринцев. Ой, да ладно тебе! Мне хочется отметить потрясающее звуковое наполнение. Болтовня студентов, звуки шагов, взаимодействие с предметами – все это делает Хогвартс поистине живым. Вот как раз ты это сказал, и над нами пролетели ученики на метлах. Люблю это. И, кстати, не только башня защиты от темных искусств уникальное место. В Хогвартсе нету даже 2 одинаковых коридоров. Это еще сделано для того, чтобы игроку было проще ориентироваться, где он находится. Правильно говоришь. И чтобы не заблудиться. А это Геспериус Холл, некая отсылка на карту мародеров. Потому что на карте мародеров есть и такая локация. Я уже говорила, что здесь нет 2 повторяющихся коридоров. Мне нравится, что у замка есть характер. У Хогвартса есть характер. Хогвартс — это отдельный персонаж. Да. И каждый его уголок особенный. Это разумный замок, наполнявшийся магией на протяжении сотен лет. В котором... Ой, я что-то слышу. Да, диалоги персонажей. Да это же тот самый великий и ужасный... Пивз. Это я в будущем после смерти. Кстати, говоря про работки мира, там в стороне стоит статуя. Узнаешь, кто это? Дезмонд Долговязый? Да-да. За этой статуей прятался Рон от Фреда и Джорджа, после того, как он втихаря тренировался, чтобы попасть в команду по квиддичу. А это карта Аргайл-Шира, за которой пряталась полная дама. Это здесь она пряталась от Сириуса Блэка? Да, это из 3-й книги. Обратите внимание, что этот коридор тоже имеет свою индивидуальность. В нем даже музыка немного отличается, подчеркивая его стиль, передавая experience. Вот он даже слышится иначе.
Кстати, сейчас очень важный момент. Мы получили много критики в сторону того, что в наших трейлерах и презентациях не демонстрируются совы. Так вот, прямо сейчас мы смотрим на совятник, внутри и вокруг которого сконцентрировано максимальное количество сов. Кому там не хватало сов? Спрашивали, где совы? Вот вам совы. Какой туманчик. Вот это ты их уделал. Как же я люблю это. Как же мне нравится гулять за пределами школы, и все те места, которые я вижу вокруг, я могу посетить. И не просто зайти внутрь, а еще и взаимодействовать с ними. Мне нравится ощущение того, что это реальный мир. Я люблю шотландские просторы. Что ж, мы провели для вас мини-экскурсию по Хогвартсу, и это была всего лишь малая часть от огромного замка. Я хочу там жить. И мы остановимся в башне с часами, в одной из узнаваемых локаций. Здесь у нас есть секретный, хотя не такой уж прямо секретный, дуэльный клуб «Скрещенные палочки», самостоятельно организованный студентами. Учительский состав, конечно, знает о нем, но не считает нужным его запрещать. И этим клубом заведует вот этот паренек. Причем он еще на младших курсах, но нам нравится, что он всем здесь заправляет. Привет, Лукан. Могу ли я воспользоваться тренировочным манекеном? Разумеется. Я принесу его и дам тебе список комбинаций для тренировки. Готов попробовать прямо сейчас? Было бы здорово. Тебе нужно успеть использовать все необходимые заклинания, пока манекен находится в воздухе. Если решишь закончить, просто скажи мне. И это действительно отличная возможность освоить технику дуэли, потому что подобной техники боя не было в других играх по Гарри Поттеру. Вы можете освоить множество комбинаций заклинаний, отчего процесс заиграет новыми красками. Лично для меня именно здесь игра действительно открывает абсолютно новые возможности. Итак, мы установили тренировочный манекен и теперь должны выполнить задание, которое отображается на иконках вверху экрана. И первое, с чего мы должны начать, это заклинание «Акцию», за которым следует ряд заклинаний, которые мы с любовью называем базовыми пулялками. Это стандартное отталкивающее заклинание. Вот как раз Эндрю продемонстрировал его. Для этого вам нужно просто нажать клавишу R2 на джойстике. Вон, видите, в углу справа есть клавиша R2. Нажимайте на нее и делайте базовую пулялку. И с помощью этой же клавиши вы можете колдовать все остальные заклинания. То есть, если вы начнете удерживать клавишу R2, то увидите, как ромб заклинания расширяется. А если отпустите, то увидите, как он сжимается обратно. И пока вы держите R2, нужно нажать на определенный символ на джойстике. И тем самым вы сотворите одно из 4 заклинаний на ромбе. Помимо этого, в ходе игры вы можете открыть дополнительные слоты заклинаний вплоть до 4. Таким образом, вы сможете разместить на них до 16 различных заклинаний и использовать их практически одновременно. И эта механика помогла нам реализовать разнообразную систему боя, так как вы моментально можете менять пресеты заклинаний. И в ходе боя получается, что ты как бы жонглируешь всеми этими заклинаниями, а не просто спамишь одним и тем же. К тому же мы добавили систему перезарядки заклинаний, так как волшебнику нужно собраться с силами, чтобы совершить очередное мощное заклинание. И это как раз мотивирует игрока к использованию разнообразных комбинаций. На ромбе заклинаний вы можете увидеть, когда примерно вы сможете повторить недавнее заклинание. И по мере развития навыков вы сможете сократить это время восстановления, а также открыть новые механики боя и многое другое. Кстати, если удерживать R2 и нажимать направление на крестовине, то можно переключаться между своими слотами заклинаний, когда вы, естественно, разблокируете эту возможность. Чувак! Shut up and take my money! Да, это просто идеальный способ того, как можно реализовать боевую систему. Так, сейчас нужно применить Вингардиум Левиоса. Так, акцию, бах-бах-бах. Шикарно. Это прекрасно. И это лишь сражение с манекеном. У тебя неплохо получилось. Ты молодец. Спасибо, Лукан. Лучше обнаруживать свои слабые места во время тренировки, нежели во время дуэли. Так ты станешь грозным соперником. Теперь, думаю, нам пора сразиться с кем-то, кто может дать отпор. И как раз еще поговорим о некоторых особенностях боя. Привет, Лукан. Я готов к следующему раунду. О, отлично. У меня как раз есть для тебя соперники. Можем начинать? Тут мы немного злоупотребим режимом паузы PlayStation 5, чтобы периодически останавливать бой, дабы продемонстрировать некоторые моменты. Хорошо, понял. Здесь вы можете выбрать, будете ли вы сражаться плечом к плечу со своим другом, или же схлестнетесь с соперниками в одиночку. Но в данном случае мы пойдем на стрелку без подмоги, чтобы вы как можно ярче ощутили вкус сражения.
Очевидно, что у игрока хорошая репутация, потому что против него выставили сразу 3 соперников. Да, но они все малолетки. Давайте я буду комментировать происходящее. Тут, в принципе, и так все интуитивно понятно, но тем не менее. В общем, вы не единственный, у кого есть протега и способность уклоняться. Ваши соперники тоже все это умеют. Итак, вы видите, что у них есть щиты разного цвета, а также ваши заклинания окрашены в различные цвета. И чтобы помочь игрокам понять функции своих заклинаний, мы разбили их на группы. Есть атакующие заклинания, силовые заклинания, есть, как их там, заклинания контроля. И у каждого вида заклинаний есть свой характерный цвет. Таким образом, мы можем понять, каким типом заклинаний мы можем пробить защитные чары своих соперников. То есть ваш персонаж понимает природу защитного заклинания и применяет соответствующие меры. Сейчас мы поставили на паузу, и тут мы видим вокруг головы нашего персонажа оранжевый ореол. Что это за штука такая? Можете рассказать поподробнее? Я как раз к этому и вел. Спасибо, что спросил. Давайте по порядку. Вверху экрана вы видите имя соперника, на которого в данный момент нацелен ваш персонаж. Также там указывается его текущий уровень и оставшееся здоровье. И каждый раз, когда враг собирается атаковать, у нас срабатывает просто чутье. И мы понимаем, что нас сейчас будут атаковать. И в этот момент, если вы вовремя нажмете треугольник на джойстике, то сможете успешно отразить эту атаку, защитившись при помощи протега. Мне вот это очень нравится. В этот момент заклинание отскакивает в сторону и попадает в разные предметы вокруг и разрушает их. А еще, если не просто нажать, а удерживать эту кнопку, то заклинание не просто отклоняется, а отражается в своего создателя, тем самым оглушая его самого. И вы можете использовать эту функцию в своих комбо. То есть, если вы сражаетесь с конкретным человеком, и тут кто-то другой также атакует вас, то вы можете загасить соперника заклинанием его товарища. Что ж, вернемся к игре. Я смотрю, Эндрю довольно ловко расправляется с этими учениками и уже почти выиграл дуэль. Как же мне нравится динамика боя. Это похоже на танец. Мы действительно хотели создать такую динамику, чтобы игроки чувствовали, будто они герои фильма. И чтобы дуэль выглядела элегантно, будто фехтование только на большом расстоянии. Да, очень похоже. И мы проделали огромную работу с нашим управлением в дуэлях, чтобы создать уникальную боевую систему, характерную для волшебного мира. Классно. Ну, в следующий раз будет посложнее. Другие члены клуба уже обратили на тебя внимание, но после этого боя они действительно будут воспринимать тебя всерьез. Тебе лучше продолжать тренироваться, если хочешь всегда побеждать. Ну или хотя бы выжить в следующем раунде. Я дам тебе знать, когда мы будем готовы. Увидимся. Следующий раунд будет не для тех, кто привык играть в плюй камни. Ну что ж, самое основное, что мы хотели вам показать, мы показали. Создание персонажа, тур по Хогвартсу и боевую систему. Но мы бы не хотели оставлять вас без, так скажем, намека на то, что мы хотели бы показать вам в будущем, на следующей презентации. Итак, мы покидаем замок. Бежим по деревянному мосту. Все больше и больше сов. Кому там не хватало? Ну как же не воспользоваться возможностью еще раз показать совятник? Вот вам совы. Так вот, мы отправились сюда, чтобы продемонстрировать вам, как выглядит мир вокруг Хогвартса. Чувак! Но это уже совсем другая история. Подробно мир за пределами Хогвартса мы покажем вам на следующей презентации. Божечки мой. Ну и насладитесь немного Хогвартсом со стороны. Что ж, давайте подведем итоги и ответим на несколько распространенных вопросов, которые возникли у наших фанатов. Может, как раз у предводителя нашего фан-сообщества возникли некоторые вопросы. Конечно, желательно, чтобы они относились к сегодняшней презентации, так как многое держится в тайне. Но ты можешь попытаться. Слушай, я даже не знаю, с чего начать. Итак, некоторые из этих вопросов мы с другими фанатами составили тайно, не в общем Дискорде, чтобы вы не смогли подготовиться. Погоди, то есть вы прям вместе собрались и придумывали всякие там каверзные вопросы? Что ж, ну давай, нападай на нас.
Итак, мы попробовали редактор персонажей, погуляли по Хогвартсу и поучаствовали в дуэли. И первый вопрос будет для вас обоих. Сможем ли мы в течение игры вернуться в редактор персонажей и изменить свою внешность, если она нам разонравится? Ну смотри, конечно, не все, но некоторые детали, вроде прически, цвета волос и прочего, в процессе игры менять будет возможно. То есть лицо и тело вы уже не сможете поменять. А что до всего остального, к примеру, в Хогсмиде есть что-то вроде барбершопа, в который можно сходить на стрижку. Господи, и тут эти барбершопы. Так что цвет волос, к примеру, можно менять сколько угодно. О боже, это будет так здорово. К тому же в игре очень много настроек внешнего вида, так что вы точно найдете то, что вам нужно. И, кстати, по поводу создания персонажа. Те настройки, которые ты видел в начале, это всего лишь малая часть от того, что будет доступно на релизе. Хорошо. Боже мой, это шикарно. Следующий вопрос. Какими видами досуга мы сможем заняться в игре? Можем ли мы делать уроки в свободное время? Ну и вообще в целом, какие есть активности, развлечения? В общем, по мере прохождения игры открывается куча различных миссий. Большинство из них завязаны на личностях различных персонажей, которые буквально ищут компаньона для какого-нибудь интересного движа. Или они просто хотят исследовать секреты замка, потому что в нашем замке есть множество секретов, которые нужно исследовать. Ну, вот как-то так. Так что в игре есть масса разнообразных занятий. И что касается учебы, как я уже сказал, она не будет завязана на основной сюжетной линии. Также там есть что-то вроде внеклассных занятий. Некоторые из них не обязательны, а без некоторых вы не сможете открыть основную миссию. То есть вы не сможете пойти проходить определенный квест, пока не изучите нужное заклинание, которое вам там пригодится. И вам, кстати, с этим могут помочь ваши преподаватели. И вы как бы можете много времени посвящать учебе, но... Так. Но все равно эта учеба является отдельными побочными миссиями. Да, вы это уже говорили. Божечки. Так, давайте поговорим про сражения. Имеют ли заклинания разные уровни, или они все одинаковые? У заклинаний разные уровни, или они все одинаковые? Я даже не знаю, что тут ответить. У каждого заклинания есть своя, так сказать, природа. Некоторые заклинания направлены на решение каких-то загадок, исследование мира, сражение с врагами и тому подобное. Ага. И их можно прокачивать через систему талантов. Понял? И каждое из этих заклинаний можно развивать, усиливать и прокачивать. Шикарно. И когда вы тратите очки талантов, в некоторых ситуациях это в корне меняет вашу тактику боя и тому подобное. И я сейчас немножко спойлернул, это касается также и применения темной магии. Да, и чем дальше вы двигаетесь по сюжетной линии, тем чаще будет меняться ваша тактика на поле боя. И даже ваш образ мышления во время сражения. Лично я бы не хотел связываться с темной магией, но я знаю, что многие из вас будут. На втором прохождении свяжешься. Да, а то темный волшебник из Повинуя, это чересчур. Я хочу задать последний вопрос, и он будет адресован каждому из вас. Начнем с тебя, Бостон. Над этой игрой вы работаете уже много лет, и у каждого из вас с ней связаны яркие впечатления. Так вот, что именно в Хогвартс Легаси вам нравится больше всего, и что, по вашему мнению, должно больше всего впечатлить игроков? Я думаю, что игрокам понравится исследовать огромный замок и сопоставлять увиденное с книгами. Может, они их даже перечитают. Я очень надеюсь, что вне зависимости от того, являетесь ли вы фанатом Гарри Поттера, который долго ждал эту игру, либо тем, кто впервые погрузится в этот мир, надеюсь, что в обоих случаях вы сможете почувствовать то, что мы вложили в эту игру. Я надеюсь, что в Хогвартсе вы будете чувствовать себя как дома. Я живу там уже 5 лет. Это прекрасное место для жизни. Кстати, надо отметить юбилей. Вы знаете, вы будете смеяться, но... Я, конечно, дам другой ответ, но то, что сказала Бостон, абсолютно точно передает и мои ощущения. Потому что мне больше всего нравится, когда, знаешь, бегаешь по всему Хогвартсу в процессе игры и узнаешь о нем столько же, сколько о нем знает Бостон. Потому что она знает школу и лор лучше меня, и слава богу. Хорошо, когда архитектор шарит в этом. Это точно. И когда я пересматриваю фильмы или перечитываю отрывки из книг, я смотрю на все уже под другим углом.
и замечаю то, чего не замечал раньше. Понимаю. Когда я читаю, я визуализирую локации, в которых находятся герои, и чувствую, что я там вместе с ними. А когда смотрю фильм, я знаю, что у них там находится за углом. Дети идут куда-то, а я уже знаю, в какой локации они окажутся в следующем кадре. То есть ты действительно веришь, что все это правда. А после прохождения игры, пересматривая фильмы, вы будете вспоминать, что вы сами делали в этих локациях. Ну и если коротко, я очень люблю летать на метле. Мне так нравится смотреть на весь этот мир сверху и просто думать, я могу лететь куда угодно. Как же это круто. Просто я никогда не испытывал подобных ощущений. Такой механики просто нет в других играх, тем более в таких масштабах. И я very excited. А что касается меня, я бы хотел, чтобы эта игра объединила сообщество фанатов и подарила им новую историю. Тем более, что у каждого будет своя личная история, каждый напишет ее самостоятельно. И несмотря на какие-то общие моменты, у каждого будет свой уникальный игровой опыт. У тебя свой путь, у меня свой, и я думаю, что игроки тоже будут excited, и это еще больше сплотит сообщество. Что ж, а сейчас у нас прямое включение с Краснодаром. На связи Дмитрий Батицкий с канала Киноплейс. Дмитрий, вы excited? Здравствуйте, Чендлер. Вы даже представить себе не можете, насколько я excited. Я просто не могу дождаться выхода этой игры, и когда она выйдет, мы будем стримить ее каждый день, пока кровь из глаз не потечет. Так что если вы ждете игру вместе с нами, то обязательно подписывайтесь на канал и смотрите предыдущие наши озвучки. У нас очень много классного контента, в том числе и по Гарри Поттеру. Я надеюсь, что из этого ролика вы узнали много нового, потому что в английской оригинальной озвучке не все можно понять с первого раза, только в основном в общих чертах. А тут мы досконально разбирали этот материал и находили какие-то интересные, совершенно неочевидные моменты, которые можно было легко упустить. И, кстати, пока мы готовили этот ролик, мы наткнулись на информацию о том, что кое-что в этом геймплее было немножечко изменено для того, чтобы мы все не поймали очень крутой и интересный спойлер. И вы знаете, все это время, пока я жду эту игру, меня не оставляет мысль о том, что мы в этой игре встретимся с предками ранее известных нам персонажей. Вот, к примеру, уже в этом ролике одна из девочек, которая давала нам задание, упоминала про профессора Блэка. И плюс еще я на стримах говорил, что было бы здорово, если бы мы наткнулись на предка Гарри Поттера и спасли ему жизнь, таким образом обеспечив всю вот эту будущую историю, основную каноничную. И так вот, я по-любому знал, что в игре будут Уизли, и суть в том, что, как я уже сказал, один момент в геймплее был приукрашен. Среди тех ребят, с которыми мы дуэлились, там было 2 девочки и 1 мальчик. И вот этот вот рыженький мальчик, на самом деле, его зовут Гектор Уизли, а в том геймплее, которым нам показали, его назвали по-другому. И эту информацию я получил как раз-таки с канала Джеймса, которого пригласили на эту презентацию, с канала Expecto Go. Там он вставлял материалы, где он беседует с создателями игры, а на фоне у него транслируется неотредактированный геймплей, где как раз-таки вы можете увидеть, что этого мальчика на самом деле зовут Гектор Уизли. Так что, ребят, обязательно подписывайтесь на наш канал, там как раз-таки анонсировали следующую презентацию, о которой никто в русскоязычном сообществе не упоминал. Обязательно поставьте лайк на это видео, напишите сразу несколько комментариев с вашими впечатлениями, просто вот по каждому моменту, что вы думаете, что вы хотите от этой игры, что вы будете в ней делать. Насколько вы excited? Насколько вы excited, да, по 10-бальной шкале. Я, например, excited на 98 из 10. И если вы тоже очень сильно excited, если вы благодарны нам, то вы можете поддержать наш канал на стримах, да, подписаться на Бусти, поддержав нас символической суммой денег, но для нас это будет очень важно, потому что доход от Ютуба мы сейчас практически не получаем. Как раз с марта его не видел. И огромное, ребят, спасибо тем, кто как раз-таки нас поддерживает финансово. Да и не только финансово, даже вот достаточно посмотреть полностью от начала до конца наше видео, поставить лайк и написать несколько комментариев. Это очень сильно помогает продвижению. Что ж, спасибо большое, что посмотрели. У нас еще на очереди огромное количество переводов документальных фильмов по Гарри Поттеру, переводов закадровых сцен между съемок, ну и, конечно же, смешных
веселых переозвучек в полном дубляже. С вами были Дмитрий Батицкий и Анастасия Суворова. Шалость удалась.